Сегодня научу, как быстро и просто наточить абсолютно любые ножи и ножницы. Этим способом можно наточить абсолютно любые ножи, справится даже новичок, даже я спокойно теперь без помощи мужа могу в любой момент наточить все свои ножи. Мало кто знает про этот способ. Он гораздо эффективнее, чем точить ножи у специальной точилки, которые стоят дорого, которые также тупятся, быстро ломаются. Этот способ простой, а самое главное, ничего покупать не нужно. К сожалению, начинают тупиться абсолютно любые ножи, даже самые дорогие ножи. Нам вот из Японии привозили дорогие ножи в подарок. Они также затупились, хотя написано, что тупиться не должны, но начинают тупиться абсолютно все ножи рано или поздно. Поэтому нужно уметь правильно и быстро, точно их наточить. Благодаря этому способу ножи становятся острые просто. Острее, чем бритва. Надо очень аккуратно. Вот я даже случайно порезалась. Настолько вот острые ножи просто вот разрезают абсолютно все после того, как их так специально наточить. Сейчас расскажу, покажу, как правильно точить ножи. Благодаря такому способу они потом перестают практически тупеть. Я теперь их затачиваю очень редко, потому что они становятся острыми после заточки, долго не тупеют, сохраняют лезвие свою остроту очень долгое время. Хотя раньше, когда я пользовалась специальными точилками для ножей, приходилось точить ножи каждую неделю. Теперь я так не делаю, теперь затачиваю раз в несколько лет. Хотя ножами пользуемся мы каждый день. Способ этот абсолютно простой. Абсолютно любой человек сможет наточить ножи благодаря этому способу, потому что все очень просто. Не нужно обладать какими-то техниками. Все сможет абсолютно любой человек, который даже никогда раньше ножи не точил. Он сможет это сделать легко и просто. Также помимо ножей, которые абсолютно с разными покрытиями, как вот такие ножи, как и самые обычные, привычные, можно наточить. Также ножницы легко и просто точатся, маникюрные ножницы. Все это легко и просто точится теперь. Даже вот такие вот овощечистки, которые тоже со временем начинают тупить, начинают затупливаться. Их также можно наточить очень быстро и просто этим способом. Я все точилки для ножей уже выбросила давным-давно. Теперь делаю только так. Итак, смотрите. Ничего покупать для этого способа не нужно. Все необходимое есть у нас дома у каждого. И в первую очередь нам понадобится самая простая алюминиевая фольга. Неважно, прочная, не прочная. У меня, вот видите, очень прочная.
Вот. Тут значения не имеет. Можно даже взять самую простую, недорогую, тоненькую фольгу. Нам понадобится небольшой кусочек, примерно 10 на 10. Можно фольгу после использования не выбрасывать, оставить, и это будет такая самодельная точилка для ножей. То есть не надо каждый раз новый кусок фольги отрывать. Мы можем использовать этот постоянно. Просто сложите его и уберите куда-нибудь на хранение. Когда понадобится снова заточить ножи, просто достаем этот кусочек и используем. Итак, смотрите, берем кусок фольги примерно 10 на 10 и складываем его один раз. Видите, как легко ножницы все режут, даже такую прочную фольгу. Нам нужна именно вот эта блестящая сторона. То есть, видите, у фольги есть такая более матовая сторона и более блестящая. Мы складываем пополам кусочек, чтобы у нас осталась именно вот эта вот блестящая сторона. И еще раз вот тут вот пополам делаем сгиб, но не складываем. И смотрите. Нам необходимо на вот эту половинку одну, то есть мы вот пополам как бы согнули, но не до конца. Мы должны насыпать следующие ингредиенты. 1 чайную ложку картофельного крахмала. Так, 1 чайная ложка, и мы сюда аккуратненько насыпаем. Дальше нам понадобится пол чайной ложки самой простой соли. Соль можно брать абсолютно любую, мелкую, крупную, какая дома есть. Нам понадобится пол чайной ложки. И вот так вот сверху насыпаем. Дальше складываем. Слегка утрамбовываем. После чего, смотрите, берем ножик, который нужно заточить, или ножницы. Приоткрываем, кладем вот так вот лезвие и вот так его проводим с одной стороны и с другой стороны медленно и сверху прижимаем. Все. Нож после этого, вы посмотрите, как он сверкает от остроты. Нож станет просто супер острый. Осторожно таким ножом будет разрезать абсолютно все.